Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал магии и колдовства. Занимаюсь 7 видами магии, в том числе магия нападения, боевая магия, магия наказания. Подробно обо мне можете узнать еще и в Инстаграме, в Телеграм-канале, где я публикую закрытые материалы, которые не проходят модерацию в других местах. Сегодня у меня гадание на тему здоровья Путина. Какие-то слухи ходят якобы, что он серьезно болен, онкология якобы на щитовидке. Ну и как всегда, кто много людей, которые ему желают всего плохого. Давайте посмотрим. Итак, у меня есть расклад на здоровье, что основная карта. Ну, тут есть некоторые проблемы с отведением воды у него. Туз кубков, возможно, снижен выделение почек. То есть одна основная карта, вот нарушение есть такое. И некое несварение оказывает. И сейчас я буду раскладывать по органам. Голова, горло, там, где щитовидка, сердце, легкие, пищеварение, желудок, вернее, желудок, печень, кишечник, почки, мужское, глаза, зубы, суставы и позвоночник травмы. Я вам скажу в целом, что состояние здоровья у него неплохое. То есть тут каких-то серьезных, тут, во-первых, есть некое неправильное что-то со зрением у него, где есть искажение. Ну, это, возможно, дальнозоркость, да, где неправильное определение, необходимость применения очков каких-то или консультаций. На щитовидку, на органы это не рак. Шут перевернутый говорит о том, что ему ставят ложный диагноз. И, то есть его зря кипишуют. И если даже есть какие-то подозрения на тему рака, и рака тут нет. Также эта карта говорит о том, что, может быть, его чрезмерно диагностируют или специально диагностируют. Потому что шут это, ну, еще перевернуты, то есть могут намеренно этот диагноз ему приписывать. Там нет никакого рака. Это не карта рака. Тем более это ошибочный диагноз. Передиагностика. Ну, тут есть проблемы с кровообращением мозга, но они не серьезные. Есть, скажем так, что-то не усваивается по пище, да, есть препятствия в целом неплохо. Есть по сердцу не хватает ему, не доходит туда кислород, есть такая ишемия, что-то там не хватает ему. По почкам также есть. Тут в целом движение жидкости в организме проблематично. В целом я вот сколько вот раскладываю себе, и вот сейчас перед показательный расклад. Действительно есть карта, самая нехорошая карта вот на кровообращение и движение жидкости через почки. И шут, собственно говоря, ошибочно ему, или скорее всего, что на этот диагноз ему ставят намеренно, кипишуют врачи. Давайте так. Тут, кстати, может быть гипердиагностика так называемая. Давайте так. Почему так происходит? С какой целью? Действительно, там недостаток. Да, его хотят посадить на какие-то уколы. Видите? Грубо вмешаться в какую-то операцию. Королева мечей опять вот это вот меня падает, что хотят вмешаться, могут делать какие-то уколы, но по сути эта карта говорит, что 0, то ли удалить что-то, и зря оно совершенно здоровое. То есть это, если бы там умысел.
Тут еще не решение не принято. Вы знаете, явно, что тут люди прекрасно себе представляют, что совершенно не нужно лечить эту железу. Она абсолютно, ну, как там что-то совершенно другого плана. Вот, и наоборот хотят какую-то запустить какую-то болезнь, я вам так скажу. Вот он зря доверяет этим врачам, ну как, кому-то зря, кому-то не зря. Карта говорит о том, что у него это какая-то болезнь давно периодически себя проявляет, но это не рак, ну, умысел врачей, я вот так скажу. Это врачи, которые его залечивают. Кто их нанял? Ну, они с кем-то связаны. Плюс они ему какие-то еще лекарства дают, которые ему не нужны. Одним словом, Путин попал на хорошего, в кавычках, врача. Ну, чего ему пожелаем. Как говорится, как в анекдоте, да, если пациент хочет жить, то врачи бессильны. Но тут как раз наоборот. Его залечат. Вот так.